Всем привет и добро пожаловать на наш сегодняшний разбор. Знаете, мы очень часто дышим просто на автопилоте, вообще не задумываясь о механике этого процесса. Но сегодня мы погружаемся в одну невероятно захватывающую тему. Что происходит, когда мы задерживаем дыхание на полном вдохе? Буквально в ту самую секунду, когда мы замираем с полными легкими, внутри нас запускается удивительный, мощнейший биологический механизм. И давайте посмотрим, как мы можем обернуть его себе на пользу. Сразу возникает такой интуитивный вопрос. Означают ли полные легкие физическое напряжение? Кажется логичным, что ответ — абсолютное «да», верно? Раз грудная клетка расширена до самого предела, а воздух буквально заперт внутри, тело по логике должно находиться в состоянии сильного стресса. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка прямо сейчас бросим вызов этому стереотипу. Итак, давайте перейдем к делу. Раздел 1. Парадокс полного вдоха. Весь секрет кроется в растянутой легочной ткани. Оказывается, она активирует специальные рецепторы растяжения, они находятся прямо в стенках наших альвеол. И вот эти сигналы совершенно гениальным образом продлевают и поддерживают активность парасимпатической нервной системы. То есть, вопреки всем нашим ожиданиям, когда мы фиксируем дыхание с полными легкими, мы на самом деле запускаем механизм глубокого физического расслабления. Это работает как своеобразная встроенная кнопка сброса напряжения для нашего организма. Раздел 2. Физиология. Скрытые механизмы. Посмотрим, что там под капотом. На самом абсолютном пике вдоха у нас происходит 3 главных процесса. Первое — это та самая стимуляция рецепторов растяжения, о которой мы только что говорили. Она приносит расслабление. Второе — это максимальное насыщение нашей крови кислородом. Ну и третье — кратковременное повышение внутригрудного давления. Все они вместе создают совершенно уникальное физиологическое состояние. Важнейший момент здесь — это давление, известное в физиологии как маневр Вальсальвы. Суть в том, что задержка на полном вдохе слегка повышает давление в грудной клетке. Это напрямую влияет на то, как венозная кровь возвращается к сердцу и создает просто мощнейшую внутрибрюшную стабилизацию. Вы наверняка замечали, как тяжелоатлеты задерживают дыхание перед тем, как поднять штангу. Вот именно для этого тело буквально создает естественный непробиваемый корсет, чтобы защитить позвоночник. А что же происходит с газообменом? Смотрите, на пике вдоха наши альвеолы раскрыты как никогда широко, предоставляя огромную площадь. И вот эта краткая пауза дает крови драгоценное дополнительное время, чтобы прямо по максимуму насытиться кислородом, перед тем, как мы начнем выдыхать. То есть мы буквально выжимаем всю возможную пользу из одного единственного вдоха. Раздел 3. Практическая польза и применение. И вот что здесь действительно интересно. Этот скрытый механизм используется в абсолютно разных сферах. В силовых тренировках он нужен для стабилизации и защиты от травм. В квадратном дыхании — для достижения мощного ментального фокуса. Если взять традиционную йогу и пранаяму, то там это отличный способ накопления энергии. А в знаменитом методе Вима Хофа это важнейший элемент для стабилизации после нагрузок. Давайте разберем на примере квадратного дыхания. Это очень предсказуемая структура из 4 равных шагов. И задержка на вдохе — это как раз шаг номер 2. Именно здесь, благодаря рецепторам растяжения, происходит удлинение парасимпатического доминирования. Проще говоря, эта фаза отлично помогает прочистить голову и снимает спутанность мышления в моменты острого стресса. Это буквально надежный якорь для нашего мечущегося разума. В традиционной йоге этот же процесс называется антара кумбхака. Это такая фаза удержания праны или жизненной энергии перед выдохом. А если посмотреть на это с точки зрения физиологии, то такая практика постепенно, шаг за шагом, тренирует нашу толерантность к углекислому газу. В итоге увеличивается общая емкость легких и кардинально улучшается газообмен. Согласитесь, отличный бонус. И даже в методе Вима Хофа, где, казалось бы, основной фокус идет на задержке после выдоха, этот элемент обязательно присутствует. Финальная короткая пауза на вдохе, обычно это секунд 15 в самом конце раунда, работает как критически важный встроенный механизм. Она просто необходима, чтобы стабилизировать тело после перенесенного стресса от контролируемого кислородного голодания. Переходим к 4 разделу — тренировочный эффект для организма. Что будет, если делать это регулярно? Результаты, честно говоря, очень впечатляют.
Статичная работа мышц, которые удерживают этот объем легких, серьезно укрепляет нашу диафрагму. Возрастает эластичность грудной клетки, плюс ко всему вот это постепенное привыкание к меняющемуся уровню углекислого газа напрямую повышает общую физическую выносливость. Организм просто учится работать в разы эффективнее. Раздел 5. Важные меры предосторожности. И здесь, пожалуйста, максимальное внимание. В этих практиках требуются очень строгие правила. Поскольку задержка на вдохе временно повышает давление, при гипертонии, глаукоме или проблемах с сердцем нужна крайняя осторожность. Во-вторых, никогда, и я подчеркиваю, никогда не делайте это стоя без опоры из-за риска внезапного головокружения. Ну и абсолютно категорически запрещено практиковать любые задержки дыхания, вводя или даже просто рядом с ней. Ваша безопасность — это всегда приоритет номер один. Для тех, кто только начинает, идеальный старт — это короткие паузы. Всего от 3 до 5 секунд. Больше не нужно. Ваш главный ориентир здесь исключительно физический комфорт. Нет абсолютно никакой необходимости что-то там форсировать или, знаете, гнаться за рекордами. Телу просто нужно дать время на спокойную, естественную адаптацию. Раздел 6. Сравнение. Вдох против выдоха. Давайте посмотрим на разницу. Между ними существует очень четкое физиологическое различие. Задержка на вдохе — это ваш максимальный запас кислорода и его очень медленное, абсолютно безопасное падение. А вот задержка на выдохе запускает гипокапнию, то есть быстрое снижение уровня СО2. И да, это дает мощнейший эффект на нервную систему, но одновременно несет гораздо более высокий риск головокружения из-за таких резких изменений в организме. И это отлично иллюстрирует то, как работают разные механизмы. Если мы сопоставим их детально, вырисовывается предельно ясная картина. При задержке на вдохе стартовый кислород высокий, а основной триггер тревоги в мозге срабатывает очень медленно. Это создает благоприятные условия и минимальный риск. Но если сравнить это с задержкой на выдохе, особенно после гипервентиляции, риск возрастает многократно. Естественная система защиты организма просто срабатывает с сильным опозданием относительно реального кислородного голодания. В общем, это два совершенно разных физиологических процесса, и подходить к ним нужно абсолютно по-разному. Подводя итог, очень важно понимать одну вещь. Задержка на вдохе крайне редко практикуется в каком-то вакууме. Это не столько самостоятельная техника, сколько мощнейший защитный инструмент. Это жизненно важный компонент, который уже грамотно встроен в более широкие дыхательные системы, чтобы обеспечивать нам стабилизацию, максимальное насыщение кислородом и то самое глубокое восстанавливающее расслабление. И в завершение хочу оставить вас с такой мыслью. Как простое, осознанное отношение к банальной 3-секундной задержке дыхания может изменить реакцию вашего организма на ежедневный стресс. Возможно, ваш следующий глубокий вдох и короткая пауза станут не просто каким-то автоматическим рефлексом, а вполне осознанным шагом к спокойствию и контролю. Огромное спасибо, что присоединились к нашему сегодняшнему разбору. Надеюсь, это открыло для вас совершенно новый взгляд на такой привычный процесс, как дыхание.